Привет, друзья! Спасибо, что сбежали на мой YouTube канал. В последнее время вы, наверное, стали замечать, что, особенно в посткарантинное время, мы во всем практически ушли в онлайн. Мы заказываем продукты через онлайн, мы работаем в онлайне и также проводим все свое свободное время также в онлайне. То есть смотрим ютубчик, кто-то выпускает ролики так же, как и я, на различных площадках. В последнее время в России начинает набирать обороты Яндекс.Дзен. Часто, опять же, сталкиваемся с моментом выбора микрофона. При этом многие не хотят тратить большие деньги, но при этом хотят иметь довольно-таки качественный звук. Я уже не раз делал обзоры на микрофоны, и, как вы уже могли догадаться, сегодня речь тоже пойдет об одном из них. Сейчас немного хотел отойти от основной темы ролика и сказать о том, что, возможно, мое изображение сейчас будет немного другое, и не факт, что оно мне потом на посте понравится. И это все связано с тем, что я решил немного обновить свой парк света, распродал все, что было, и поэтому в данный момент сейчас использую только апутурку MC и небольшую LED-панель, за счет чего, может быть, картинка будет так себе. Будем, конечно, смотреть на посте, но имеем то, что имеем. Возвращаясь обратно, хочу сказать, что сегодняшней главной темой ролика станет микрофон Fifine A8. A8 — это обновленная версия микрофона AmpliGain, который я обозревал несколько роликов назад. И давайте же сейчас откроем его и разберемся, послушаем, насколько он лучше своего первого брата. Поехали! Ну и начнем по традиции мы с вами с распаковочки. Приветственные листы от Fifine, поролончик. Как мы видим, микрофон сразу же поставляется в сборе. Так, что же у нас тут в коробке? Сразу же нас встречает кабель USB-C на обычный USB. Дальше давайте начнем с самого главного, наверное, с микрофона. Микрофон значительно изменился внешне по габаритам, и сразу хочется сказать то, что в руке ощущается более дорогой версией. Но к этому вернемся чуть позже. Так, дальше у нас тут имеется переходник, с помощью которого вы можете избавиться от стандартной стойки и повесить его, к примеру, на пантограф или на какую-либо другую стоечку. Ну и последнее, что у нас тут есть, это поп-фильтр. В принципе, комплектация практически такая же, как и у предыдущего AmpliGain. Давайте теперь соберем его. Сразу хочется заметить то, что поп-фильтр, если до этого он был такой пластиково-тканевый, то сейчас поп-фильтр полностью металлический, смотрится очень даже классно. Также присутствует еле заметный логотип Fifine, это вот такой их смайлик. Устанавливается он просто, тут, я так понимаю, есть вот два небольших гнезда, и мы просто аккуратненько вставляем его внутрь. Вот так вот он выглядит, на самом деле очень даже прикольно. То есть ощущается микрофон уже намного серьезнее, чем первая версия AmpliGain. То есть он стал немножко более вытянутый, и расположение громкости и подсветки немного тоже претерпело изменений. Внешне этот микрофон мы уже оценили, поэтому давайте мы его сейчас подключим к нашему компьютеру и послушаем, как он звучит, а также сравним звук с топовым микрофоном Shure SM7B, который у меня подключен через предусилитель TD Core в такой замечательный гаджет под названием Zoom PodTrack P4, о котором я впоследствии в скором времени, я надеюсь, выпущу также обзорное видео. Поехали! Итак, после подключения микрофона к нашему компьютеру мы сразу же замечаем, что тут есть отличная подсветка. При этом, в отличие от предыдущей версии, как я говорил в своем том самом обзоре на микрофон AmpliGain, там нельзя было регулировать оттенок подсветки. Здесь Fifine все поменяли. Теперь здесь 7 различных цветов подсветки. Регулируются они как раз вот сзади, тапая по торцу. То есть 7 оттенков: синий, розовый, красный, желтый, белый. Также есть два эффекта перетекания цветов, один из которых просто плавно сменяет другой цвет, а второй перетекает плавно из нижней в верхнюю часть, что на самом деле очень даже и прикольно. Но мне как раз вот в той версии не хватало именно статичных конкретных цветов.
такие как вот сейчас у нас есть в этом микрофоне. То есть я могу поставить комплементарный синий и все. То есть он будет светиться только синим, и мне кажется, это очень даже круто. Мне нравится. Давайте сейчас уберем наш Shure SM7B и дальше уже продолжим вести запись как раз на Fifine A8. Ну а теперь вы можете слышать мой голос, записанный через микрофон Fifine A8. Так он звучит. Я сейчас подключил свои наушники к мониторному выходу, чтобы в реальном времени отслеживать свой голос. Я нахожусь от микрофона на расстоянии буквально 10-15 сантиметров, и вот так вот звучит мой голос. В мониторных наушниках мне пока что все нравится. В отличие от Shure SM7B, верха здесь значительно больше, микрофон такой более дышащий, но при этом в сравнении, наверное, с Shure там более такой ламповый, теплый звук. В принципе, все это можно накрутить в дальнейшем на постпродакшене, мы можем накинуть эквалайзинг и поправить эту ситуацию, но в данный момент вы слышите без обработки мой голос. Что касаемо характеристик, преобразователь тут стоит электретный, направленность кардиоидная и частотная характеристика от 50 Гц до 20 килогерц. Если сейчас немножко отойти в сторону и поговорить в целом о микрофонах, то есть в свое время я думал, что купив микрофон Shure SM7B, я испытаю прям какие-то чувства. Да, визуально он клевый, по звуку он тоже мне очень нравится, но изначально подключив его к, так сказать, звуковую карту, я не ощутил полноты того самого популярного звука. Во-первых, узнав о том, что ему нужно предусиление, так как он довольно-таки тихий микрофон. Далее, купив предусилитель, я заметил такой момент, что у этого микрофона присутствует довольно-таки сильный фоновый шум. При этом я его тестировал с различными звуковыми картами и какими-то звуковыми интерфейсами. Вот этот фоновый шум плюс-минус, но все равно присутствует. Чем же мне нравятся как раз вот микрофоны, которые подключаются по USB, то что в них фоновый шум довольно-таки близок к нулю, как вы сейчас, наверное, можете и слышать. Что касаемо поп-фильтра, давайте проверим, как он отрабатывает. Pizza Pasta Pronto, Pizza Pasta Pronto. Это сейчас звук с поп-фильтром. Давайте сейчас уже его снимем. Теперь вы можете слышать звук без поп-фильтра. Проверим также. Pizza Pasta Pronto, Pizza Pasta Pronto. На самом деле поп-фильтр, встроенный в этот микрофон, довольно-таки хорош. Несмотря на то, что мы сняли внешний поп-фильтр, я не слышу сильных таких хлопков. П. Очень даже хорошо отрабатывает. Так что, ребят, вы на самом деле можете устанавливать внешний поп-фильтр и также можете использовать микрофон, я так думаю, и без него. Что касаемо кардиоида, давайте-ка сейчас повертим микрофон и послушаем, как он принимает с передней стороны и с задней стороны наши звуки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Вот такой звук вы можете слышать с задней стороны этого микрофона. Судя по наушникам, он довольно-таки клево сейчас ловит комнату, эхо этой комнаты. Так что вот в таком нормальном положении он довольно-таки минимально ловит эхо комнаты, что даже очень клево, несмотря на то, что он не динамический. А8, так же как и его собрат Amplygame, крепится вот на такой паук. То есть это крепление уже сразу идет в комплекте, вам не надо ничего искать и думать, как же его подвесить, но при этом без него вы его не можете использовать. То есть все-таки вы немного завязаны на этом креплении. Все так же, как и в Amplygame, у нас сверху есть кнопка Mute. Раз, два, три. Очень удобно, имеет зеленую подсветку, когда пишется микрофон, и красную, когда он находится в режиме mute. В нижней части микрофона с тыльной стороны у нас имеется регулятор гейна. Сейчас у меня он стоит на максимум, давайте его немножко плавно подуберем. Раз, два, три.
Все очень удобно, практично, и мне очень даже нравится. И если рассматривать первую версию Амплигейма, складывалось небольшое такое впечатление игрушки, так как он был очень легкий и такой маленький, то здесь уже на самом деле все намного серьезнее. Что касаемо встроенного поп-фильтра, он явно тут отрабатывает лучше, чем у Амплигейма, что также является его основным, наверное, плюсом. Я думаю, вы, конечно, все давно знакомы с USB-микрофонами, но для тех, кто не знал, эти микрофоны напрямую можно подключить к вашему Mac'у либо компьютеру на Windows, и без проблем, без какой-либо звуковой карты захватывать звук, записывать его, и вам остается приобрести только микрофон, и не надо тратиться ни на какие звуковые цифровые интерфейсы. Стоимость данного микрофона на официальном магазине Fifine на AliExpress в данный момент составляет 4300, что, мне кажется, довольно-таки бюджетным вариантом за хороший и качественный микрофон. Что касаемо доставки, на российском рынке пока что его нет, но его можно заказать из Китая, и чем мне нравится Fifine, они очень ответственно подходят к вопросу доставки, и мне его до Москвы довезли буквально за неделю, чему я был довольно-таки рад. Все ссылки на официальный магазин Fifine и именно на этот микрофон я укажу ниже в описании под видео, поэтому забегайте, смотрите, приценивайтесь, откладывайте или покупайте. На этом все. С вами был Сергей Швидко. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и черкануть мне комментарии. На этом все. Пока.